Ну, что вам сказать? Ну, уровень довольно низкий, честно тогда скажу. Здравствуйте, мои хорошие. Тере-тере вам всем. Из Эстонии, из Таллина. Записываю видео на ходу буквально. Сегодня у нас день семейный. Мы идем сегодня в цирк. Чего смеетесь-то? В Таллине, между прочим, своего стандартного стационарного цирка нет. И обычный цирк это еще ладно, а этот приезжает цирк на воде. 13 метров диаметр цирк, значит, это арена. 17 тонн воды и 1,5 метра глубина. И было очень мне интересно, как, значит, это все обустроено. И очень хотела пойти, идем всей семьей. Будет это в Унибет-арена, вот сейчас мы туда собираемся. Я вот выбрала сегодня Си духи. С духами у меня как-то выбор вроде большой. Или они надоели мне все здесь. Или как-то, знаете что, убывало у вас так, что вот вроде купишь хорошие качественные духи в Каубамае там или где-нибудь. И как-то нету как будто стойкости в них, что ли. Они вот выветриваются моментально. Как-то вот раньше, я помню, мне муж подарил, когда я была еще совсем девушкой, не по возрасту, конечно, это были первые духи, первый его подарок, духи «Опиум». Ну, такой прямо для зрелой женщины. Сейчас бы это подошло. Так вот, сколько лет прошло, сколько мы там вместе уже, да, до сих пор эта пустая бутылочка у меня хранится, она пахнет. И в Сен-Лоран была, вот этот «Опиум». А сейчас вот здесь стоит эта палитра, а вот она как-то, я не знаю, они выветриваются. У вас тоже так или это у меня одной? Мой любимый вообще вот Шанель 19. Ну, тоже как-то не держится, я не знаю. Так, ладно, об этом поговорим в следующий раз, а сейчас в цирк. В цирк на воде. А мы на месте. Проходит этот цирк, мероприятие в Унибет-арена. Мы в Рок-Аль-Маре с вами. Это здание спортивно-концертный такой зал. Здесь и выставки. Мы с вами ходили сюда. На какие-то распродажи было что-то, да, в общем. Цирк Дю Солей здесь сюда приезжал в прошлом году, или когда мы ходили с вами. Вот, а сегодня здесь водяной вот этот цирк на воде. Посмотрим, как и что. Про билеты тоже расскажу. По-моему, самые дешевые были 39 евро, а у нас подороже. Я хотела, чтобы покрасивее, там вот эти получше места, чтобы смотреть, да. Вот, и 80 или 85 евро. Цены на билеты. Вот, видите, циркус Вепиаль. Только 23 ноября они выступают здесь один день, но дают 2 представления в час и в 5. Вот мы на 5 часов идем все. Когда Эстония победила в Евровидении, был такой год, тогда здесь был ответ на Евровидение. Как бы у нас здесь в этом здании проходило Евровидение. Вон еще какие-то мероприятия. Тоже реклама. Ну, в общем, это интересное здание. И мы на месте с вами. Какая красотища. Детишек. Ой, надо, здесь гардероб можно. Здесь тепло очень. Смотрите, как красиво. Шикарно. Буфет здесь есть, но я как-то всегда так прохладно к этому. А вот гардероб, может, и платный, это я не знаю. Да, гардероб платный. Сдали вещи в гардероб. 2 евро стоит сдать пальто. Причем мы хотели, умные такие, сдать, значит, все на одну повесить, да? Ну что там 3 этих? Нет. Каждое пальто отдельно 6 евро. Кристина, я, муж, 3 пальта
Да, именно так, пальта. По 2 евро штука. В общем, еще не успели зайти, уже 6 евро с нас сняли. Ну ладно, не будем портить себе настроение, заходим в зал. Людей очень много, конечно. И не только, знаете, это детей, полно людей. Все с большим удовольствием пишут: ой, когда Кристина была маленькая, я помню, вот эти вертушки на каждом мероприятии покупалось. В Питере особенно мы приезжали сюда с чемоданом. Хочешь, Кристина, вертушку? Да, 105-й сектор наш. Сейчас пойдем, я просто зрителям покажу немножко. Сейчас модные вот эти лабубы, они еще и двигаются. Так, а кто это вообще? Это вообще собачка или кто это? На кто это? Без понятия. Нечто такое. Нечто, какой-то диковинный цвет. Так, ну, в общем, выглядит это все так. Самое главное, конечно, вот еще туда поднимаешься наверх. Вот еще там есть. Вот. Здесь залоговая тара, по-моему, то же самое все. Так что мы все идем. Хесбургер здесь еще есть. Ну, как бы ничего такого особенного. По кругу бары и сектора, и вот так. Вот. 106-й, 107-й. У нас 105-й в центре, мы идем к себе. Да, все, погуляли, походили. А вот 105-й сектор. Мест свободных так много. Ja tuletendusi. Palume tungivalt mitte lubada lastel oma kohtadelt lahkuda.
50 минут антракт, очень много свободных мест. Вторые балконы вот эти вот заняты, второй этаж, а вот на первом очень много свободных мест. А у нас антракт, ну, что вам сказать? Меня спрашивали зрители о том, что будет этот же цирк в Финляндии у вас вот после Таллина, что стоит идти, нет, что вот посмотрите, да? Ну, что я могу сказать? Очень красочно, очень яркие костюмы, но уровень всего этого как бы оставляет желать лучшего. Но больше к нам просто никто не ездит. Не знаю, мне кажется, цирк Дю Солей был лучше прошлый год или когда он был. Очень яркие, красивые костюмы. Еще я не поняла, при чем здесь вода. Фонтаны все время работают, да. Вот эти вот тонны воды. Реклама была очень красивая про эти тонны воды. Сколько там, 17 тонн, ее здесь не ощущается, но фонтаны во время представления цветные вот как бы работают, это красиво, и, ну, так. А, наверное, это интересно, может быть, детям помладше, вот начальная школа или дошкольники, может быть. Ну, или подождем второго действия, части. Здесь какие-то сейчас установки вроде делают. Вот антракт 20 минут. С двумя отделениями это цирк. И вот сейчас готовится ко второму. Может быть, более масштабно что-то будет. Но людей мало. Может быть, они все были на 13:00. Здесь 2 спектакля всего. В час и в 5. В час я не хотела, что дети идти. Вот, но сейчас почти пусто. Вторые балконы вот эти, да, сильно заняты. Там подешевле места были, может быть, из-за этого так кажется. Не знаю, вот сейчас какие-то установки здесь готовят. Может быть, будет более что-то во второй части. Давайте подождем. А так вот, видите, фонтаны, вот они работают, да, во время представления. И очень яркие костюмы, да, так как бы...
tsirkuseartistid ja näitasid oma meisterlikkust. Ainulaadne ja ainus veetsirkus maailmas. Ну, что вам сказать? Ну, уровень довольно низкий, честно тогда скажу. Но вот эти вот аттракционы с мотоциклами так, ну, как-то немножко впечатлили публику. И вот вертушка это, а так, в общем, как бы, даже не знаю, что вам сказать. Критиковать не хочется, что люди работали, выступали, да, все. Но не задействована вода, как бы. Где эти 17 тонн, которые вот думали, что все время будет на воде, в воде. Я просто все время сижу, вспоминаю, то вот в Питере мы были, тоже был цирк на воде, но там было буквально, они все время были в воде. Вот в этом-то смысл и есть воды. Они там на льдинах плавали, что-то это, все было в воде. Здесь фонтаны, они куда-то прыгают, там как будто водичка 1,5 метра. Ну вот не задействована вода. Вот то, что в рекламе было, что 17 тонн этой воды, это не почувствовалось. И вот на суше здесь вот это вот навоняли они бензином этим. Мы здесь сидим просто рядом. Ну да, так, не знаю, что сказать. Ползала пустой. И здесь рядом со мной вот сидели еще в первом отделении люди сидели. После перерыва они не пришли, не вернулись. И как-то очень многие, по-моему, не вернулись. Ну, в общем, довольно слабенький уровень. Ну, другого у нас как бы нет. Но все равно молодцы, конечно. Вечер мы провели, люди старались. Приятно, спасибо. А сейчас мы пойдем по традиции в кафе посидим. Я знаю, здесь в Рок-Аль-Маре есть хороший пельма, там вкусно. Что уже время 7:30, хочется поужинать, чтобы дома ничего не делать. Тогда все. Так что так, идем в гардероб стоять. Еще и в гардеробе отдали 6 евро. В общем, билеты, конечно, не стоят того. Вот. Но вот, кстати, знаете, вот те, которые сидели на вот втором ряду, не на втором ряду, а на втором вот этом балконе, вот им, может быть, и было бы даже выше, может быть, было и умнее сидеть, и там билеты были по 39 евро, это нормально. Те билеты, что заплатила я, по 83 штуки, самые вот эти билеты, но не стоит это 80 евро. За 39, может быть, и ничего, да, с детьми, ну, так. В общем, так. Ну все, мы идем в гардероб, будем стоять теперь там еще. Здесь этот Рок-Аль-Маре Кескос так украшено, тоже уже все. Мы идем ужинать куда-нибудь. Там огромный такой, пока дойдешь тут. А тоже уже все нарядно. Здесь уже и сам район как бы украшен. Уже всякие звездочки. Снежинки или кто там. В Таллине что-либо сделать в выходные дни в 8 вечера. Нет, именно воскресенье. Да, воскресенье. Все закрыто. Этот огромнейший Рок-Аль-Маре центр, там открыта только Призма до 23 и Сельвер. В Сельвер как-то можно, тут дверь открыта в Призму, а что-либо еще, все. А это еще даже без 15:08. Все уже закрыто, да? Ну, не знаю, попробуем поехать в наш Ингвер опять, имбирный чай пить и лапшу есть, больше нечего. Некуда ехать, я не знаю. Может быть, я просто не знаю.
Пятница, суббота у нас еще можно куда-то поехать, что-то где-то. Жизнь кипит, не скажу, но так. А сейчас как-то да. Ну, поедем ближе в свой район. Ну, вот и приехали в свой Джинджер, некуда ехать больше. Я не знаю. Скажите мне, где можно в воскресенье вечером прилично, чтобы было вот уютно. Там закрыто, тут закрыто. Ну, в общем, здесь я вам миллиард раз показывала меню и все такое. Первый и выступить. Все прям так аж прям зазывают, аж даже странно. Я думала, закрыто. Аж прямо двери нараспашку. Ой, да? Я вам показывала вот еще раз меню, как бы, наверное. Да. Тряпочку, да. Тряпочку бы очень можно было бы тряпочку. Ну, в общем, здесь всего я вам показывала. Да, все как обычно. Куда, сюда? Вот, мы будем кушать, пить, обсуждать. А с вами я прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего вам настроения, хороших вам впечатлений, вот всяких театров хороших. Да. Солнышко в душе всем. Это я потому что сейчас вспомнила, что очень что-то я замерзла. Отсидишься там, как вот вышел где-то, да, и потом что-то прям. Ну, не май месяц, не июль, как говорится, да. Все, мы будем кушать, пойдем руки мыть. С вами прощаюсь, подписывайтесь. Пока. Заказали имбирный чай свой любимый. И я узнала секрет, девочки. То, что мы с вами дома делали этот имбирный с апельсином, он не так делается. Я дома расскажу вам. Хотя давайте сразу расскажу. В общем, имбирь и апельсиновые корки кипятятся 30 минут. И потом это процеживается, и тогда вот получается этот чай. Вот я с медом. Здесь вот такой вот мед. А я заливала просто, и это не то. Видите, он даже как будто чуть мутнеет. Это вот кипячение 30 минут имбиря и апельсина. Но я прямо с сердцевиной апельсин. Так что вот знаете, 30 минут прокипятить надо.